Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить ремейку, который выпускался на производственном объединении Сихарули, город Тбилиси, Грузинская ССР, Lotus Европа под номером 39. Период выпуска данной модели с начала 80-х по начало 90-х годов. Данная модель является мини-копией реального двухместного легкового автомобиля Lotus Европа, который являлся результатом совместных усилий компании Lotus Engineering с французской Renault. Название было связано с решением продавать его только в старом свете. Основой конструкции стали двигатель и коробка передач в блоке с задним мостом производства Renault, причем мотором новой машины оказался форсированный агрегат переднеприводного Renault 16. Кузов по традиции Lotus был стеклопластиковый. Позже компания Lotus отказалась от сотрудничества с Renault и начала устанавливать собственный двигатель, что повлияло на повышение цены. Советский же ремейк был копией на одноименную итальянскую модель от Mibi Toys. Обе модели металлические с открывающимися дверями, капотом и багажником. Дальше уже больше различий, чем совпадений, так как грузинские ремейки, как правило, хоть и редкие на рынке, но никак не из-за чего-то особенного в исполнении. А оно у них по сравнению с итальянским было не очень хорошим. И чем позже модель выпускалась, тем это не очень становилось более явным. В основном это было связано с плохим состоянием пресс-форм и, конечно, желанием уменьшить затраты на материалы. Ранние варианты данной модели отличаются хромированными дисками, двигателем и воздушным фильтром, большим размером колес с рельефностью, ручка КПП отдельной деталью, запаска итальянского варианта плоская с одной стороны, днище крашеное со всеми надписями. У модели все детали хорошо подогнаны и покрашены. В следующий временной период у Lotus колеса становятся меньше и более плоские, но еще металлизированы. Модель с запаской не комплектуется, возможны варианты с цветными фарами или стеклами. Позже у модели прекращается хромирование деталей и покраска донышек. Ручка КПП отливается вместе с салоном. Металлизация деталей пропадает или может присутствовать частично. Надписи на днище еще видны более-менее четко. На днище возможны полосы из-за ухудшения состояния пресс-форм. Модели следующего периода уже не хромируются, колеса без металлизации, ручка КПП летая с салоном и более длинная. Из-за износа пресс-формы надписи на днище практически не видны. Самые поздние модели идут с глухими дверями, без хромирования, на днище отсутствует надпись Made in USSR A39 Scala 1.43. Днище в этот период особенно ужасно и деформировано. В некоторых партиях, особенно позднего периода, встречаются модели, склонные к цинковой чуме и последующему разрушению. Коробки на данную модель не баловали изобилием красок и форм. Всего известно их 4 вида. Самые ранние в обычных картонных коробках со штампами, затем в коробке без штампов вообще, и в начале 90-х выпущен универсальный вариант на Lotus, Abarth и Silhouette. Самые поздние модели упаковывались просто в кульки. Цены на эту модель, хотя она и в металле, не очень высокие. Прежде всего из-за качества производства. На аукционах данные модели можно встретить за $4-5, но на ранние предсерийные модели или наоборот более поздние с неоткрывающимися дверями цена может достигать и $50-100. Цена на оригинальный Mibi Toys не сильно уходит вперед и можно встретить модели от $40 до $150. Всем спасибо за просмотр этого видео, надеюсь оно для вас будет полезным и информативным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока-пока!